Друзья, сегодня расскажу и, конечно же, покажу, объясню, как я вылечила при помощи очень простого средства. Себе спину вылечила, маме спину вылечила, бабушке коленки. Мужу тоже спина у него сильно болела, тоже вылечили мы. Значит, смотрите, я открываю коробочку. Такая вот у меня коробочка. Здесь у меня хранится морская соль. Сейчас я вам все подробно расскажу. Эту соль я заказываю в интернете. Значит, смотрите, соль должна быть не очищенная. Но я обшарила в последнее время, нигде нет такой вот соли. Неочищенная соль — это когда есть, ну вот, к примеру, сейчас покажу вам. Такие вот вкрапления черненькие. Это означает, что соль не очищенная. Ну, у меня она вот такая вот. Это натуральная соль. Просто она, ну, такая вот. Она без добавок. Просто обычная морская соль. Значит, ее можно также использовать в пищу, в салаты, в супы, в борщи. А также она прекрасно лечит наши больные суставы. Что для этого нам нужно? Берем, я это все отодвину в сторонку. Берем лоток с крышкой. Я вот уже подготовила. Ну, у меня просто больших лотков нет, но желательно брать такой, знаете, вместительный. Я просто вам покажу на примере. Можно, конечно же, использовать не только лоток, можно использовать банку. Что мы делаем? Сейчас она у меня на батарее стояла, и немножко беру вот такую вот жменю соли. Кладу в лоток. Можно еще добавить. Сколько зачерпнется. Вот так вот. Это все отодвигаем теперь. Это нам уже не понадобится. Значит, смотрите. Здесь у меня, ну, хорошая жменька соли, да? Просто у меня рука маленькая. Я взяла 2 жменьки своих. Теперь нужно это все залить таким, ну, не крутым кипятком, а горячей водой. Дальше я расскажу, для чего это я делаю. Значит, рассказываю, почему именно такую процедуру я изготавливаю в лотке. Смотрите, заливаю все это горячей водичкой. Теперь вот так вот нужно соль растворить, чтобы она полностью растворилась. Если она не растворяется, это у меня обычная вода из-под крана, можно и такую использовать, потому что мы же ее не пить будем, а будем делать примочки. То ее можно подогреть либо же в микроволновке, либо же ну, на газовой плите. Если есть какое-то у вас раздражение, можете одеть перчатки. Ну, у меня, слава богу, такого нет. В общем, растворяем соль, чтобы она полностью растворилась. Пришлось подогреть. Тут еще, правда, есть вкрапления. Такие вот. Видите, вот еще осталось. Но это ничего страшного. Теперь рассказываю, что я делаю дальше. Берем, значит, ненужное какое-то полотенечко. Итак, значит, берем полотенечко, какое вам не жалко. Сворачиваем его и окунаем, погружаем в наш соляной раствор. Но так как это все горячо, делаем это все аккуратно и не спеша. Конечно же, можно вот так вот протыкнуть, как я, лопаткой, либо же какой-то палочкой деревянной. Вот. И пусть оно это все, ну, остужается до такой комфортной температуры. Ну, а теперь я расскажу сам процесс. Значит, смотрите, когда водичка будет комфортная, теплая, ну, такая тепло-горячая она должна быть, но не кипяток, конечно же. Ну, чтобы можно было достать его, это и выкрутить. То есть отжать от лишней влаги. Сейчас погружено полотенце в солевом растворе, оно пропитается солью морской, и тогда оно будет намного эффективнее прикладывать, делать разные там аппликации. То есть это может быть
кого болит спина, у кого коленка болит, у кого рука болит, или плечо, или голова. Все это поможет. Значит, смотрите, берете, отжимаете полотенце и прикладываете к больным суставам. Хорошо укутываете, фиксируете. Это может быть какой-то там полиэтилен, либо же, ну, или пакет какой-то, разорвите его. И раньше, в советское время, не было всяких пакетов таких вот, значит, не было, как его, не было пленки для обвертываний, ничего такого не было. Значит, как мы делали? Значит, этот рецепт еще из советского времени, потому что этим рецептом поделился бабушкин врач. Ну как бабушкин врач? Бабушка работала просто в больнице, и он ей посоветовал этот рецепт. Так как сказать, по дружбе. Вот, значит, ну она, конечно же, потом поделилась с нами. Она вылечила свою коленку, у нее коленка болела очень сильно. Маме тоже вылечили коленку, мужу спину и мне спину. Значит, смотрите. Далее обвертываете это все и укутываете чем-то теплым. Это может быть какой-то ненужный шерстяной шарф. Даже подойдет шарф тот, который уже вы давно не носите, да? Он давно там у вас лежит и вышел с моды, да? Или еще что-то по каким-то причинам он у вас просто сохранился. Берете, укутываете это все. И в таком виде выходите целый день. Ночью такие компрессы делать не стоит, потому что может подняться артериальное давление. Ну, кто склонный к этому, то может быть подняться. Но лучше не рисковать. Ходите целый день. Можете одеть сверху, чтобы не простудиться, одеть какую-то ненужную футболку. Либо же, ну вот у меня вот такая вот мужская, красивая такая вот. Можно одеть рубашку свободную. Вот. И, ну, чтобы это все не очень, как сказать, чтобы вам было комфортно. Все. Ходите, одеваете свитер, закутываетесь, укутываетесь и ходите целый день. Если вам где-то что-то там давит, где-то что-то там какой-то, может, появилось жжение или еще что-то, то, конечно же, лучше снять. Тогда этот компресс вам не подойдет. Может быть, у кого-то какая-то реакция возникнуть. Ну, в большинстве случаев это безопасно. Это очень эффективно, просто и безопасно. Поверьте мне. Аллергии вообще быть не может. Не должно быть, по идее, аллергии на морскую соль. Но у каждого организм разный. Я рассказываю только за свою семью, за себя. За всех ручаться я не могу. Только смотрите, когда будете отжимать, то по максимуму, чтобы нигде не подтекало, нигде ничего не вытекало. То есть вода бежать, по идее, с полотенца не должна. И, конечно же, одевайте какие-то ненужные вещи, потому что это соль, это могут быть пятна какие-то оставаться на одежде. Лучше все-таки перестраховаться и одеть какие-то старенькие вещи. Вот так вы ходите с этой повязкой, с этой аппликацией, можно ходить целый день. Далее снимаете это все и укутываетесь и ложитесь спать. Значит, процедуру можно делать до тех пор, пока не перестанет у вас болеть суставы ваши. Далее, еще расскажу один метод. Немножко остановлюсь. Значит, ну, лечение здесь, ну, хотя бы 15 дней лечиться, хотя бы так. Потом можно сделать перерыв такой вот, ну, примерно где-то месяца на 2-3, ну, месяца на 3. И затем процедуру можно повторить. Но обычно мы даже принимаем солевые ванны с морской солью каждый раз. Так что, как бы, здесь ничего такого зазорного нет, если вы будете еще принимать и солевую ванну. Теперь расскажу, как я это делаю. Сейчас я принесу ведерко со специальной морской солью и все вам подробно расскажу. Да, и сейчас покажу вам соль морскую. И немножко еще забыла вам уточнить. Значит, смотрите, солевая вода все равно останется. Ее можно использовать до тех пор, пока она не закончится. Только каждый раз нужно ее подогревать. Все. На этом, я думаю, всем ясно. Извините за повтор, может, что-то я
несколько раз повторила. Смотрите, здесь у меня, это не реклама, нет. Это я использую вот такой вот Бишофит у нас в Украине продается. Я, кстати, тоже заказываю это все по интернету. Здесь на апельсине. Бишофит полтавский с маслом апельсина и алангу. Вот так вот. Значит, что я делаю? Когда я принимаю ванну, я беру 2 жменьки. Ну, у меня кулачок маленький, ладошка маленькая. То есть одну хорошую жменю взяли, положили на дно ванны и набрали 1/3 воды. Только чтобы она была горячая вода. Ну, то есть, чтобы соль это растворилась. Это тоже морская соль, только с добавками. Вот, она выполнена по... Ну вот, Бишофит выполнена именно по этим традициям. Я не буду на этом останавливаться. Как она выполнена, что здесь такое есть, какой состав. Все это есть в интернете, заходите, читайте. Значит, вот так вот наполнила я ванну водой и погружаю полностью. Ложусь, раздеваюсь и ложусь где-то на минут 15. Если водичка остыла и мне хочется еще полежать, я немножко водички горячей подбавляю. Но есть такой момент, что нельзя пользоваться тем, у кого варикоз. То есть нельзя пользоваться горячей водой. В том случае делается по-другому. Ноги просто закидываются на ванну, а тело погружается. Ну, это если варикоз на ногах. Вот. Ну, в принципе, он только на ногах, по-моему, и существует. Если честно, я толком не знаю. Но я знаю, что есть противопоказания. Нельзя в горячую воду залазить, тем более с морской солью, если есть варикоз. Но я еще раз хочу отметить, что можно просто ноги поднять вверх, чтобы они не были погружены в воде, а просто было одно тело погружено. Все. Это что касается больной спины. Если болит коленка, увы, такую процедуру в ванной выполнить, конечно же, невозможно. Только нужно делать компрессы. Вот с морской солью. И делаю всегда, как только я принимаю ванну. И вы поверьте, что результат очень классный, мне понравилось. Тело такое становится нежное, мягкое. И, ко всему прочему, меньше болят суставы. Намного меньше. Вот такая вот у меня сегодня была небольшая история для вас. Такую соль я храню подальше от влаги, то есть на полочке, с плотно закрывающейся крышкой. Так же само, что касается и морской соли. Вот у меня коробка, она хранится у меня на батарее. А вот это, солевой раствор, нужно хранить тоже с крышечкой. Все, закрыли и убрали до следующего раза. Вот, как только это все заканчивается, делаете по новой. Теперь я посмотрю, сейчас водичка остыла. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Вот так вот, видите, водичка уже какая. Хотя полотенце чистое. Хорошо вот так вот отжимаете. И прикладываете. Прикладываете. Можно, ну, в 2 раза нет, а лучше все-таки сложить это все. Сейчас покажу вам. Вот так. Ну, вот, допустим, это спина. И вот вдоль хребта можно накладывать вот такие вот повязки. Можно не одну, можно 2, где, можно 3. Ну, вариантов очень много. Значит, как фиксировать? Зафиксировать можно также обмотаться. Чем я мужу фиксировала? Эластичным бинтом. Знаете, такой эластичный бинт, он тянется хорошо. Вот им можно хорошо замотать и укутать. Вот весь процесс. Вот видите, даже еще пятнышки. Это пятнышки, это оно не грязное, это из-за соли. Все. На этом, я думаю, все. Я рассказала вам, все показала. Фиксируйте, лечитесь и будьте здоровы, будьте счастливы. І мирного неба нам всім над головою. Все буде Україна, наша файна квітуча країна. Це Україна. Слава ЗСУ,
Героям слава! Всім миру, добробуту, благополуччя і міцного здоров'я. С вами была я, Алина, и мой канал Новинки от Алины. Быстрая кухня. Пока-пока. Ну, а морская соль с апельсином вот выглядит таким образом, видите? А пахнет вообще классно. Апельсиновыми корочками. Замечательно. Вот такая вот она по структуре. Видите? Она влажная. Такая она и должна быть. Советую, рекомендую, пользуйтесь на здоровье. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, делитесь этим видео с вашими друзьями в любых соцсетях. Делитесь тогда, когда это видео вам очень понравилось, и вы захотели поделиться, тогда делитесь. Вот, я думаю, что многим поможет, потому что помогло и нам. И буду, конечно же, надеяться, что поможет не просто многим, а всем. Очень классный рецепт, бюджетный, поверьте мне. Это вообще шикарный рецепт. Этот рецепт, кстати, испокон веков лечили, и воинов лечили после войны, в ранениях, в разных бедах, в разных ситуациях всегда лечились морской солью, потому что морская соль, она убирает не только боль, но и воспалительный процесс. Ко всему прочему, она еще лечит мигрени, головные, сильные головные боли. Очень прекрасно лечит. Просто наберитесь терпения и поверьте, у вас все будет добре.